Сказка о Московии и смоленской принцессе. Давным-давно, в 30-м царстве, жил-да-был великий рыцарь-московит. Славился он своими подвигами легендарными, особенно по спасению Твери и Новгорода. И узнал он однажды, что в беде таится прекрасная принцесса Смоленская. Заперта она в замке, а сторожит его ужасный дракон. И совсем не ради богатств смоленской принцессы решил московит пойти победить гадкого дракона, чтобы освободить узницу и показать всю свою силушку богатырскую. 2 дня собирался, а потом, на 3-й день, пошел в путь-дорогу, куда глаза глядят, да сердце зовет. Шел добрый молодец 2 дня по лесам, по горам да по опушкам, но не видит нигде замка смоленского. И задумался московит, может, все-таки не надо было идти, куда глаза глядят, а взять карту? Хотя, какая разница, все равно приду на 3-й день, ведь здесь все связано с цифрой 3. Утешил себя он. И тут, откуда ни возьмись, шум громкий поднялся, зашевелились кусты. Волки должно быть, подумал московит. Курва! Послышалось из кустов. Ну вот, это еще хуже. Вылазит из кустов ведьма польская, да и приговаривает. Ишь, кто пожаловал, рыцарь московский, значит, пше. Осмотрел ее московит, да и говорит. А, сумасшедшая старуха, которая живет в лесу и заманивает сюда молоденькие страны. Что? А ну хватит тут пургу нести, жить что ли расхотелось? Галицко-Волынскому княжеству хотелось. Покраснела старуха от дерзости такой, да и говорит. Я тебя сейчас в татарина превращу, негодяй. Не сработало заклинание, удивилась ведьма. Русскую силу ни одним заклинанием не сломить, а теперь проваливай. Разозлилась она сильно, что аж берега вскипели. Да как закричит. Проклинаю тебя, чтоб Москва твоя сгорела дотла. По-моему, горит только у тебя. И пошел московит, как ни в чем не бывало, оставив ведьму позади. 3-й день шел рыцарь московский. Да как увидит замок прекрасный из кустов, сразу понял. Дошел он до принцессы Смоленской. Что же, время силу свою богатырскую показать, да дракона Горыныча победить, подумал он. Пошел московит по тропинке извилистой, да и приговаривает. Выходи, гадина трехглавая, я сюда пешком 3 дня шел, чтобы еще 3 дня тебя ждать. Рык послышался страшный, но ничего не боялся московит, просто на всякий случай отошел на 300 метров назад. «Зачем пожаловал?» — прорычал дракон. Подошел московит к Горынычу, да и говорит. За принцессой я пришел, спасать ее. И почему это у тебя только 1 голова? Это была жестокая гражданка. Но в любом случае, я не пущу тебя, пока дай мне не отдаст. Размахнулся московит мечом своим могучим и поставил его на землю, чтобы посмотреть, не осталось ли у него дани. Огляделся, нету ни гроша. И решил схитрить московит. Посмотрел на дракона, да и молвит. Эх, Горыныч, а если я скажу, что на твоей территории принижаются права московитов? Удивился Горыныч. Это как? А так вот. Хочешь, чтобы я Горыническую народную республику сделал? Задумался дракон, да и пропустил московита. Подошел дракона-победитель к замку, да и не видать в нем никого. Где же принцесса? Обошел все московит, нет нигде ее. И тут слышит смех из-за кустов. «Принцесса!» — вскричал он. Погнался он за звуком, да и глядит. Идет принцесса Смоленская, радостная вся, смеется. А рядом с ней гордый, сильный литвинский рыцарь. Первее великий рыцарь литовский добрался до Смоленска. А она и не против, ишь какой женишок нарисовался, европейский да заморский. Еще небось и богатый. Понял московит, что не нужен он принцессе, что не захочет она быть с ним. Другого выбрало ее сердце. Ярость вскипела в московите. Это что же теперь, не будет она с ним? Не на шутку разозлился он, да как вскрикнет голосом своим могучим из-за кустов. «Потаскуха!» Да и выпрыгнул он с силой неистовой, замахнулся мечом своим железным. А потом ее отколотил и присоединил к себе. А жили они долго и счастливо. Конец. Ходят слухи, что литвинский рыцарь, огорченный после смерти принцессы Смоленской, идя через лес, пропал.